Всем привет! Это продолжение истории с жизни Хён Пайк. В этом видео я затрону некоторые сюжетные линии главной героини, которые будут проходить в гибридной последовательности. А первая, так сказать, вступительная ситуация, о которой я хочу коротко изложить, является посещение Хён судебного заседания по делу Влада Самойленко, обвиняемый в нападении с отягчающими обстоятельствами и скрытом хранении холодного оружия. В какой-то момент во время слушания Влада внезапно для всех впала в агрессию, начала сильно сопротивляться, кричать и кусаться, что аж ее вывели из зала суда. Процесс продолжился без нее. На заседании присутствовала ранее знакомая из прошлого видео прокурор Лорел Суарес в качестве обвинителя, адвокат в роли защитника подсудимой, а также медэксперт, которая настаивала, что Влада страдает недифференцированной шизофренией, а значит является невменяемой. Прокурор настаивала на том, что Влада имитирует болезнь и ее преступления были совершены осознанно, тогда как адвокат и медэксперт доказывали обратное. Спор об этом зашел в такой тупик, что судья в итоге объявил перерыв на неопределенное время. После окончания судебного заседания к Хён подошел мужчина и предложил отойти побеседовать, словно по какому-то очень важному делу. «Могу я с вами поговорить, мисс?» Да, конечно. А кем будете?» «Глен Полчук, следователь окружной прокуратуры. Пройдемте». Однако возникла обычная светская беседа в окружении следователей и прокурора. Лорел выражала сомнения по поводу дела Влада Самойленко таким образом. «Не все потеряно, мисс Пайк, не все. Меня исключительно напрягает то, что она была до ареста вполне адекватная, а после стала подобием овоща. А так темы разговоров сводились от рутины про изнурительную работу Хён Пайк. Это так утомляет, что порой приходится 5 кружек пить кофе в сутки. Хотя суточная норма, как говорят, 2-3 штуки. До древнегреческой философии. Я знаю, что ничего не знаю. Слышали про такое? Какой-то мужчина времен античности это проговаривал. Хён беседовала со следователями так увлекательно, что Лорел Суарес оценила ее долгое присутствие таким образом. «Мисс Пайк, если я вас еще раз тут увижу, то непременно решу, что вы хотите стать частью Дао». Звучало как завуалированная угроза. Это скорее предложение. В прокуратуре, как по мне, поинтереснее будет, чем у шерифа. Ладно, думаю, пора возвращаться в график. Если станет скучно, звоните. Пиво и всякое такое за ваш счет. Именно на этой реплике от Глена мы плавно перейдем к следующей сцене. Ближе к ночи Хён созвонилась с Гленом, отозвавшись на раннее предложение второго составить компанию за бокалом пива. «Мне казалось, все это зачли за шутку, разве нет?» «А ты против превратить шутку в реальность?» «Да вроде как и не против. Главное, чтобы потом ни голову не отвернули, а так все круто». На этом моменте они и договорились о встрече и направились в бар. «Знаешь, я никогда не была ни в одной из Корей, но в Южной обыденно хоть раз в неделю крепко выпить. Корейцы падки на алкоголь, такому примеру я не против подражать». По пути в бар Хён подробнее представилась, пересказала трогательную историю своих родителей о жизни в Северной Корее и о побеге оттуда в США. Да уж, из грязи в князи, да? Следом после заказа алкоголя Хён и Глен продолжили свой диалог, делясь своими впечатлениями о своих нынешних работах. Периодически хочется послать все нахер, а так раз на раз не приходится. Так или иначе, в техасских рейнджерах было повеселее, больше беготни, стрельбы. Повествует Глен о своей прошлой службе в этой дивизии. Разговор об этом, и не только, шел непродолжительное время, так как в бар ворвались байкеры Качинос, что сильно обеспокоило Глена. «Не нравится мне, как тут переменилась атмосфера. Чую, скоро тут что-то да будет». «Да брось, я вообще даже не замечаю, что вокруг происходит. Ну, ладно, можем переместиться, если хочешь». Вслед за сказанным, Хён и Глен ретировались из бара, прихватив с собой пиво. Естественно, у девушки возник соответствующий вопрос о спешном уходе, на который мужчина отвечает неоднозначно. «Я, пожалуй, предпочту быть рядом с Спикервудами, нежели с Качинос или Диаблосами». По приезду Глен предложил продолжить досуг над его квартирой. «Куда это ты меня привез? Тут точно не опасно?» Веспуччи изо дня в день не меняется. Как был в дерьме, так и остается. А остаток вечера Хён и Глен провели под очаровательным ночным небом, все так же подтягивая пивка. Под конец они договорились снова встретиться в другой раз. И этот другой раз прошелся на Веспуччи-Бич, где они сначала искупались в прибрежных водах Тихого океана, а потом, перед тем, как отправиться на прогулку у подножья горы Гордо, между Хён и Глен возник небольшой конфликт. Чен-чан, на кой хрен нам сдался квадроцикл? Неужели тут нет ничего, где можно перекусить? Недовольно возмущается Хён на Глена из-за чувства голода. «Просто садись и надевай шлем. Он тебя не спасет, конечно, но банальность соблюдена. Поешь, как доберемся до лагеря». Да какого еще лагеря? Не говори только, что там полно комаров. Ну, нет. Чен-чан, так и знала. Я злая, потому что голодна. Ты зачем-то сперва привез меня на пляж, хотя я предлагала поесть где-то. А теперь таскаешь меня по сомнительным местам?
О нет, мой зловещий план по твоему убийству раскрыт. Нужно самоликвидироваться. Да заедем мы в закусочную. Ты достал! Это не смешно! Все так же возмущается Хён на Глена, расплескивая гневно руками. Глен все же развеивает напряжение и обращается к плану посещения забегаловки. Хён, будучи голодной, купила так много еды, что увеличила свой обыденный продуктовый чек на 30%. Не думала, что бургер будет настолько вкусным на голодный желудок. Я тоже не думал, что буду получать удовольствие с пилёшки мозгов. Если возвращаться к прогулке у подножья горы Гордо, то она миновала неплохо. И если не учитывать, что во время похождения по крутым склонам парочка не раз совершала вынужденную остановку из-за слабой выносливости Хён. И в какой-то момент Глену даже пришлось таскать девушку на себе, изрядно себя вымотав до изнеможения по приходу к небольшому озеру. Тем не менее, после балдеющей разрядки и очередного купания в водоеме скромных размеров, Хён и Глен с новыми силами отправились в обратный путь. Их сегодняшнее времяпровождение закончился в квартире Глена при просмотре фильма. Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в 30-е. Скучно. Ну и что? Интересно же. Боевик все-таки. должно хватить. Повествуя теперь о рабочей деятельности Хён, то в этом фрагменте она оказалась на месте проведения обыска имущества на ранчо. На месте девушка начала выяснять суть ситуации у одного из следователей прокуратуры. Как оказалось, ордер был выписан из-за фотографии, на которой был изображен юный гангстер. Попытка самоутвердиться перешла все границы, не так ведь? Можно и так сказать. Вместо колледжа подростки выбирают путь криминала. Итоги обыска на ранчо оказались безрезультатными. Операция продолжилась в районе Маленький Сеул, куда Хён направилась вместе со следователями прокуратуры. В этом месте поиски также оказались тщетными. Позже следователь прокуратуры Роберт Свенс прокомментировал, что это была проба пера, разминка, где данная личность среди многих подобных была выбрана случайным образом. Рабочий процесс потом нас перемещает к уже драматической сцене, где Хён присутствует на ситуации с молодой девушкой, которая в порыве отчаяния стояла на краю высокого обрыва и грозилась спрыгнуть вниз. Причина ее девиантного поведения пока был неясен. На место происшествия также прибыли дополнительные юниты вместе с переговорщиком. Их задача была убедить Эллен отказаться от своих намерений. Все же сложная и кропотливая работа принесла свои плоды. Девушка отступила и была задержана для выяснений дальнейших обстоятельств. Эти же обстоятельства суждено было выяснить также и Хён в паре с ее новой коллегой Лестером Мэйвезером. Во-во, я вон знаешь, нутром чую, запутанное тут дело, запутанное. Ай, не все тут так гладко, как кажется на первый взгляд. Для полноты картины Хён и Лестер сначала опросили помощника шерифа Гаррета Гонзалеса. Порядок, значится. Нам вон знаешь, нужно узнать подробнее за ту сцену в округе. Слыхал? Говорят, мол, вон к суициду все шло. Не знаешь, что там за звезда была? Что за девчонка? Как ее зовут? Эллен. Остановил ее за вождение без лицензии. Поговорил, сказал, что машину заберут. Она залезла на край. У меня прям дух перехватило. А не вы случаем были в роли переговорщика, мистер Гонзалес? Расскажите, как вам удалось убедить Эллен не прыгать и заковать наручники для ее же безопасности? Я не был. Говорил с ней только пока не приехал Хорс. Потом приехал детектив, а потом уже и переговорщик. Других деталей у Гаррета не суждено было уточнить, поэтому Хён и Лестер отправились на поиски дополнительной информации. Так вроде вся информация и так есть, если все отлично закончилось. Добро, как всегда, победило зло и бла-бла. Что еще нужно для публичной отчетности налогоплательщикам? До этого мало для охвата широкой аудитории. Меня интересуют некоторые детали, например, дальнейшая судьба той девушки. Спустя 5 минут полемики. Давайте ближе к сути. Что вам нужно от сержанта Рейгана? Спустя еще некоторое время Хён и Лестер начинают долгожданный опрос Финна Рейгана. Его сведения в целом совпадают с теми, что упоминал ранее Гаррет Гонзалес. Однако Лестеру не мешало еще спросить личное мнение о случившемся. А вы вон, учитывая ваш многолетний опыт, как вы считаете, действительно ли она вон хотела прыгнуть? Или это был блеф? Может, она тянула время? Как вы думаете, что говорит вам ваша чуйка? Во время проведения задержания она тоже не подчинялась и говорила, что после ареста совершит попытку суицида. Думаю, у нее явно были проблемы с психикой, и она состояла на учете в диспансере. Так что считаю, что это был не блеф.
Опрос сержанта Рейгана длился недолго, потому что, как подметил тот, мы покинули инцидент, как только девушка оказалась в наручниках. Все же, благодаря хорошо проделанной работе по сбору информации, на свет позже выходит пресс-релиз, что в очередной раз освещает деятельность ЛССД. И что ты думаешь? В принципе, от сержанта мы получили полезную информацию. Но я тут подумала, стоит ли нам вообще париться за выяснение дальнейшей судьбы Эллен? Мы по факту публикуем деятельность департамента, а не мелодрамы пишем. Хён далее признает, что такие детали она пыталась выяснить из-за личного интереса. 8 ебучих часов спустя. После окончания очередного рабочего дня в департаменте шерифа, Хён направилась на собеседование в университет Лос-Сантоса. Хён не ожидала получить приглашение от учреждения по электронной почте с предложением о работе, тем более без ее инициативы. Встречу проводила Миранда Харлоу, канцлер университета. На ней были обсуждены детали вакансии. Поскольку Хён работала полный рабочий день в департаменте шерифа, они согласовали гибкий график на 10 часов в неделю с проведением вечерних занятий. Тогда мы будем за то, чтобы вы попутно преподаванию здесь прошли курсы повышения квалификации и стали полноценным магистром, как раз по сфере общественности и связей. Пока что побудете ассистентом преподавателя. Как только образование получите, мы сделаем вас полноправным доцентом. После успешного собеседования Миранда провела для Хён небольшую экскурсию по кампусу и другим важным зданиям университета. Для Хён стало приятной неожиданностью заполучить возможность делиться своим профессиональным опытом с будущими журналистами, что позволяет ей развиваться в двух идентичных друг другу направлениях. На этом моменте я закончу видеоролик. За все время, что я отыграл за своего персонажа Хён Пайк, мне удалось запечатлеть много интересного контента, который я планирую раскрывать уже в следующем видео. Я в очередной раз попрошу проявить актив в виде лайков и комментариев. Это мотивирует меня и далее выпускать новые видео. До скорого!